Всем привет, ребята! Как и обещал, на этой неделе выходит долгожданный ролик об экспертах в нашей любимой игре. За последнее время их стало значительно больше. Последнее подробное обновление по этой теме я выпускал примерно полгода назад. Поэтому сегодня мы еще раз детально разберем каждого эксперта, обсудим их навыки и определим приоритеты прокачки. Я расскажу, кого действительно стоит улучшать в первую очередь, основываясь на своем опыте и уровне доната. Сразу хочу отметить, все, что вы услышите дальше, это исключительно мое мнение и мое видение ценности экспертов. У кого-то взгляд на этот вопрос может отличаться, и это абсолютно нормально. Я всего лишь поделюсь своими мыслями касательно каждого эксперта, а окончательное решение всегда остается только за вами. А теперь, если вы готовы, устраивайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео, надеюсь, напитки уже с вами, и мы начинаем. Как вы знаете, сейчас подходит к концу события «Бродячий театр». Как и говорил ранее, я использовал безопасную стратегию без риска и не испытывал удачу. Благодаря этому мне удалось собрать довольно-таки приличное количество печати экспертов. На данный момент я потратил всего лишь $15 и, скорее всего, докуплю еще один набор за $5. И в целом, результатом я буду полностью доволен. Многие, кто воспользовался моим советом и тоже приобрел печати экспертов, сейчас задаются вопросом, на каких экспертов лучше всего их потратить. Именно на этот вопрос мы сегодня и ответим. Все прекрасно знают, что печати экспертов – это один из самых дефицитных ресурсов в игре. Поэтому моя главная рекомендация – каждую неделю покупать обычные печати экспертов в магазине чемпионата Альянса. Если ваш Альянс стабильно занимает высокие места, то дополнительно можно приобретать и книги знаний. Также не забывайте про небольшой лайфхак с чемпионатом Альянса. Во время распределения наград по возможности переходите в Альянс, который занял высокое место. Думаю, большинство из вас уже знает этот способ. Теперь давайте с вами поговорим о походах на рубеж. На этой неделе у нас с вами появился новый эксперт Гаррет. Честно говоря, прокачивать его оказалось довольно-таки непросто. Подробнее о нем мы с вами поговорим немного позже. А сейчас я хочу поделиться своим опытом. Мне не хватало печати, чтобы поднять Гаррета до 30 уровня. Поэтому я решил использовать попытки походов на рубеж. Каждую неделю я покупал 10 попыток в VIP-магазине. И в итоге накопил 100 походов. И если честно, результат меня немного разочаровал. За все 100 походов я получил всего лишь навсего 7 печатей Гаррета. Да, каждый раз встречался именно Гаррет. Но самих печатей выпало очень мало. Остальные награды были довольно посредственными. Тем не менее, я продолжу покупать 10 попыток каждую неделю, потому что там также можно получать книги знаний, они никогда не бывают лишними. Что касается походных припасов, то лично для себя решил их пока что не приобретать. На сегодняшний день считаю эту покупку слишком дорогой. Помимо этого, я не прохожу походы в пассивном режиме и прохожу все самостоятельно. Как я говорил уже в предыдущих роликах, сейчас все мои алмазы я вкладываю в развитие питомцев, а именно в метки. Теперь переходим непосредственно к экспертам. Первые 3 эксперта у нас открываются на 121 день сервера. У нас появляется Хольгер, Агнес и Сирила. И давайте начнем с нее. Сирила у нас специализируется на мероприятии «Ловушка на медведя». И основной ее навык позволяет вам получать до 30% больше очков за атаку на медведя. Подробно останавливаться на каждом навыке экспертов мы сегодня с вами не будем. Думаю, механику вы и так хорошо знаете. Вместо этого поговорим только о действительно важных навыках. Несмотря на то, что первый и 4 навык увеличивает ваш сбор и вместимость на ловушке, основная ценность Сирилы заключается именно во 2 и 3 навыках. Навык хозяйственность позволяет получать 5 компонентов опыта за каждое участие в ловушке на медведя. Навык оружейных дел мастер позволяет нам получать дополнительно 5 камней эссенции. Если вы регулярно участвуете в ловушке на медведя, эти 2 навыка обязательно стоит прокачивать до максимального уровня. Конечно, полностью избежать улучшения 1 и 4 навыка не получится. Да и я не скажу, что они плохие. Но приоритет лично для себя ставлю на 2 и 3 навык. Для полного улучшения силы потребуется 275 печати эксперта. Поскольку на этом этапе игры доступно всего лишь навсего 3 эксперта, печати на них выпадают довольно-таки часто. Поэтому собрать нужное количество будет вполне реально. Если вы думали, что после прокачки навыка эксперта до максимального 100 уровня развитие эксперта заканчивается, то спешу вас огорчить. После этого открывается еще один этап усиления. Далее у нас появляется возможность дополнительно повышать боевые характеристики эксперта, которые вы сейчас видите на экране. Каждое такое улучшение требует определенного количества печати и дает прибавку к соответствующим показателям. Именно по этой системе и развивается каждый эксперт. Я надеюсь, вас не расстроил этой новостью, если вы ее не знали. Но в любом случае, давайте продолжать. И следующий эксперт у нас это Агнес. Ее основной навык позволяет нам получать специальные сундуки искателя за сбор ресурсов. При этом существует определенный лимит на количество сундуков, которые можно заработать. Текущий лимит их накопления вы сейчас видите на экране. Что касается наград, то они действительно очень достойные. Лично для меня эти сундуки являются одним из самых ценных и любимых в игре, поскольку позволяет получать полезные ресурсы и дополнительные бонусы за обычную игровую активность каждый день. Агнес у нас с вами отвечает за развитие города и дает вам сразу несколько очень полезных бонусов. Первый навык – это эффективная разведка.
ежедневно добавляет 8 дополнительных миссий на маяке. Это отличный источник дополнительных ресурсов, поэтому данный навык я однозначно рекомендую прокачивать. Еще более важным навыком я считаю навык «Тайное знание». Он дает сразу два очень полезных преимущества. Первый предоставляет дополнительно до 120 тайных жетонов за выполнение ежедневных миссий, а также бесплатные попытки обновления товаров в тайном магазине. А вы, как знаете, основной приоритет в тайном магазине – это покупать виджеты со скидкой 50%. И если их нет, то со скидкой 20%. Как вы увидели, благодаря навыку Agnes мне удалось получить два виджета сегодня. Не забывайте, что виджеты – это один из самых ценных ресурсов в игре. Поэтому мой приоритет по Agnes выглядит следующим образом. Первый навык – это эффективная разведка, второй навык – это тайное знание. Навык, связанный с восстановлением энергии, а также бонусом к скорости строительства и исследований, который был добавлен в грамотное руководство, я считаю менее приоритетным для прокачки. Безусловно, эти бонусы тоже полезны и имеют свою ценность. Однако, на мой взгляд, они уступают по эффективности двум предыдущим навыкам, о которых мы с вами говорили ранее. Но поэтому при ограниченном количестве ресурсов я бы рекомендовал в первую очередь сосредоточиться на более ценных улучшениях, а затем уже вкладываться в эти два навыка. Что касается полной прокачки Agnes, то для максимального улучшения вам потребуется 275 печати эксперта. И давайте обсудим последнего эксперта, который открывается на 121 день игры – Хольгер. Хольгер отвечает за развитие арены. Его основной навык – танец лезвий, позволяет с определенным процентным шансом получать сундуки звезд арены за участие в боях на арене. Сами награды в этих сундуках вполне достойны и могут принести немало полезных ресурсов. Однако, если сравнивать их с сундуками искателя от Agnes, то лично мне сундуки Agnes нравятся больше. Первый навык Хольгера увеличивает атаку и здоровье конвоя до 20%. А четвертый навык наследие повышает атаку и здоровье героев на арене также до 20%. Это хорошие бонусы, безусловно. Но главным приоритетом для прокачки я считаю совсем другие навыки. Первый навык – это любимец толпы. Он увеличивает ежедневный приток жетонов арены, в зависимости от вашего результата, и позволяет получать до 50% больше жетонов. Ну и самым ценным навыком я считаю это навык звезда арены. Именно он дает шанс на появление дополнительных товаров в магазине арены со скидкой. У меня этот навык уже прокачан до максимального уровня, поэтому периодически появляется возможность покупать ценные ресурсы по выгодной цене, в том числе мифрил и мифическое снаряжение героя. На этой неделе мне повезло с мифрилом. Надеюсь, на следующее появится и мифическое снаряжение героя, потому что сейчас мне оно более приоритетно. Для полной прокачки Хольгера потребуется 440 печати эксперта, поэтому он заметно дороже, чем Сирила и Агнес. Итак, мы с вами разобрали трех начальных экспертов – Сирилу, Агнес и Хольгера. Честно говоря, выделить одного из них я не могу. Все трое дают очень полезные навыки. Но разве что Сирила чуток уступает Агнес и Хольгеру. Но улучшать ее несложно, так что не забывайте и про нее. Особенно, если играете активно медведя. Следующий эксперт, который мы с вами обсудим, это Рамул, который открывается на 160-й день сервера. Честно говоря, когда его добавили в игру, многие игроки были, мягко говоря, удивлены. Дело в том, что до этого у нас были Хольгер, Агнес и Сирила. Это эксперты, которых можно было прокачивать относительно спокойно. А вот появление Рамула стало настоящим сюрпризом. Для его полной прокачки потребуется 1080 печати эксперта. Отвечает данный эксперт за ваши боевые показатели в экспедиции. На сегодняшний день это третий самый дорогой эксперт в игре в разрезе печатей, уступающий только Валерии и Гаррету, о которых мы с вами поговорим немного позже. Теперь давайте разберем его навыки. Основной навык – это знамя командира. Увеличивает размер отправляемого войска до 10 тысяч. Что касается остальных навыков, то они в основном ориентированы на ПВП. Навык «Последний рубеж» увеличивает атаку и защиту войск. Навык «Дух Это» повышает смертоносность и здоровье войск. А навык «Единое сердце» увеличивает вместимость сбора до 100 тысяч войск. Лично я эти навыки не прокачиваю. Во-первых, они требуют слишком большого количества ресурсов. Во-вторых, для моего стиля игры их польза не оправдывает такие затраты. Даже первый навык, если честно, для меня не является приоритетным. Да, благодаря ему можно ежедневно нанимать немного больше высокоуровневых войск, а также получать дополнительные значки верности в военном бюро. Но лично для меня этого недостаточно, чтобы вкладывать в него столько ресурсов. Поэтому Рамул – это один из тех экспертов, которых я не рекомендую прокачивать игрокам с небольшим донатом, либо вовсе без него. Конечно, если вы активно донатите, ситуация может быть совсем другой. Многие сильные игроки уже давно прокачали Рамула до максимального уровня. Но если говорить о большинстве игроков, то, на мой взгляд, есть гораздо более выгодные варианты, куда можно вложить печати экспертов. Лично я развиваю Рамула только за счет случайно полученных печатей из походов.
Совсем скоро я смогу повысить его до следующего уровня дружбы, но тратить на него общие печати эксперта и книги знаний специально я не планирую. Для меня это слишком дорогое вложение ресурсов с не самой высокой отдачей. Так что если у вас только появился Раму, советую вам дальше прокачивать трех экспертов, по которых мы с вами говорили ранее, и параллельно с этим ожидать новых трех экспертов, которые появляются на 200-й день игры. Это Бальдер, Фабиан и Валерия. И среди этой тройки мой главный фаворит – это, конечно же, Бальдер. Его основной навык – это мастер переговоров, дает сразу два очень полезных бонуса. Первый – это скидку до 15% в магазине Альянса, а также увеличивает наград из личного ящика Триумфа до 84%. Это ящик, который мы с вами открываем каждый день в меню Альянса. Чем выше уровень этого навыка, тем больше жетонов Альянса вы будете получать каждый день. А это тоже востребованный ресурс в игре, так как каждый день мы с вами стараемся что-то интересное покупать в магазине Альянса. Касательно навыков, первый навык Бальдра увеличивает количество личных очков в событии мобилизации Альянса до 20%. Кроме того, за достижение определенного количества очков вы получаете дополнительные награды, которые вы сейчас видите на экране. Второй навык увеличивает награды за участие в чемпионате Альянса до 50%, а также позволяет каждую неделю получать по хорошей цене в магазине чемпионата 3 бонусных предмета. Его я тоже рекомендую прокачивать до максимального уровня. Если вы активно участвуете в событии Безумный Джо, то навык Охотник за головами вам обязательно стоит улучшать. Он не только увеличивает количество получаемых очков, но и дает шанс на дополнительные награды. И последний навык Бальдра – это Гимн Рассвета. Он увеличивает количество очков в событии сражения Альянсов до 50%. А после определенной прокачки вы ежедневно будете получать дополнительные награды за выполнение ежедневных заданий в данном событии. Именно поэтому Бальдра считаю одним из лучших экспертов в игре. При этом его полная прокачка обходится не так уж и дорого. Для максимального улучшения потребуется всего лишь 330 печати эксперта. А самое главное – это бонусы от его навыка вы будете получать ежедневно, что делает вложение в него особенно выгодным в долгосрочной перспективе. Именно сочетание относительно невысокой стоимости прокачки, полезных наград и постоянной отдачи делает Бальдра одним из самых эффективных экспертов для развития аккаунта. Но как всегда хочу напомнить, что это исключительно мое мнение, основанное на личном опыте игры. У вас может быть другой взгляд на приоритеты прокачки, и это абсолютно нормально. Теперь давайте поговорим с вами о Фабиане. Если честно, после Бальдра Фабиан уже выглядит не настолько интересным. Фабиан в первую очередь ориентирован на литейную. Его основной навык – это ремесленник войны, увеличивает характеристики атаки и защиты в этом режиме. Лично я для себя прокачал только первый навык – чеканщик, который позволяет получать до 100% больше жетонов арсенала при подведении итогов в литейной и Лиге бойцов Тундры. Остальные навыки я практически не улучшал. Как я говорил уже ранее, на экспертов я практически не донатил. До события «Бродячий театр» я лишь несколько раз покупал наборы по $5 в разделе «Вечный путник». Кроме того, в литейной я редко собираю собственные рейды, чаще просто присоединяюсь к уже существующим. Именно поэтому большого приоритета в прокачке Фабиана для себя я не вижу. Для полной прокачки Фабиана потребуется 660 печати эксперта. Кстати, сейчас я говорю только о количестве печатей. Стоимость книг, подарков и других материалов я не учитываю. Полную таблицу затрат, как всегда, вы найдете у меня в телеграм-канале. Теперь давайте обсудим Валерию, последнего эксперта, который появляется на 220-й день сервера. Именно вокруг нее постоянно идут споры. Уже через 30 дней после ее появления открывается Кэти, поэтому многие задаются вопросом, кого же все-таки лучше прокачивать, Валерию или Кэти? О Кэти мы с вами поговорим немного позже, а сейчас давайте разберем Валерию. Валерия специализируется на событии «Мощь государств» СВС. Ее основной навык увеличивает атаку и защиту войск во время события. Касательно навыков, первый навык «Отличная подготовка» увеличивает количество очков, которые вы получаете на этапе подготовки к СВС. Кроме того, за выполнение ежедневных заданий для набора очков вы сможете получать дополнительные награды, которые вы сейчас видите на экране. Конечно, приятно каждый месяц получать дополнительные 10 печатей эксперта. Но есть один важный нюанс. Валерия одна из самых дорогих экспертов в игре. Для полной ее прокачки потребуется 1100 печатей эксперта. Это очень много и занимает она второе место, уступая только Гаррету. Второй навык позволяет во время СВС получать дополнительные солнечные жетоны, которые вы используете в магазине «Мощи государств». И улучшив данный навык, вы еще можете получать дополнительные опции в текущем магазине со скидкой. Если прокачивать Валерию полностью, то за каждый СВС вы сможете получать по 2 печати эксперта в день. В течение 5 дней это всего 10 печатей за одно событие. Кроме того, раз в 2 недели можно еще получать 5 дополнительных печатей. Звучит это неплохо, но на мой взгляд 1100 печатей не окупает себя. Поэтому я рекомендую прокачивать первый и второй навык до 6 уровня.
чтобы открыть основные бонусы и на этом останавливаться. Третий и четвертый навыки увеличивают боевые характеристики во время самого СВС. Лично я их не прокачиваю, поэтому дальше развивать Валерию я пока не планирую. Трех экспертов, которые появляются на 200-й день игры, мы с вами обсудили, но уже на 230-й день сервера открывается сразу два новых эксперта. Это Кэти и Ронни. Давайте начнем с Ронни, который увеличивает наши бонусы и показатели мероприятий «Торговый путь в тундре». Здесь мнения игроков тоже разделяются. Кто-то считает ее обязательной к прокачке, а кто-то вообще пропускает. Основной навык увеличивает атаку и защиту войск во время события с грузовиками. Первый навык – картографическая память. Он сокращает время прибытия ваших грузовиков до 20%, а также позволяет бесплатно обновлять грузовики без затрат алмазов на определенных уровнях навыка. Лично я прокачал этот навык до 4 уровня. Да, хотелось бы поднять его до 6, чтобы были 2 бесплатные попытки, но сейчас у меня есть более важные приоритеты. Второй навык позволяет с определенным шансом получать дополнительную награду при успешной атаке на чужой грузовик. Третий навык «Возмездие» работает следующим образом. Если ваш грузовик успешно ограбят, появляется шанс вернуть один из потерянных грузов. Какой именно, выбирается случайным образом. Может и повезти, и вы вернете самый ценный предмет, например, шприц, а может выпасть обычный ресурс. Вторая часть навыка следующая. После каждой отправки грузовика вы гарантированно получаете элитный сейф, который невозможно украсть. А при открытии сейфа есть шанс получить дополнительные награды, которые вы сейчас видите на экране. Именно этот навык у вас открывается на 6 уровне. Соответственно, я рекомендую прокачать его именно до 6 уровня. На этом, по моему мнению, можно остановиться. Конечно, на 10 уровне появляется возможность получать уже 2 элитных сейфа. Но лично для себя я пока не вижу в этом необходимости. А вот последний навык, экстра-класс, уже более интересный. Текущий навык отвечает за появление легендарного красного грузовика. Чем выше уровень навыка, тем чаще вы сможете отправлять легендарные грузовики во время события. За одно событие мы отправляем 24 грузовика, по 4 в день, на протяжении 6 дней. Если прокачать навык до 1 уровня, вы гарантированно сможете отправить 2 легендарных грузовика за событие. Если поднять его до 6 уровня, то уже 3 легендарных грузовика вы сможете отправить в период события. Именно сейчас я улучшаю данный навык до нужного уровня, чтобы быть готовым к следующему сражению альянсов. Для полной прокачки Ронни потребуется 440 печати эксперта. И теперь давайте с вами поговорим о Кэти. Он также появляется на 230-й день сервера вместе с Ронни. Кэти отвечает за события «Рудник ледяного огня» и увеличение наград в этом режиме. Если выбирать между Валерией, Ронни и Кэти, то лично для себя я поставил Кэти на первое место. И сейчас объясню почему. Ее основной навык увеличивает здоровье и смертоносность войск до 30% во время события. Теперь поговорим о навыках. Первый навык – Охотник льда. Он увеличивает количество опыта, которое вы получаете за уничтожение патрулей в руднике. Сам по себе навык хороший, потому что на старте события ваша главная задача – как можно быстрее прокачать третий навык развития в руднике, чтобы начать получать по 5000 орехалка каждую минуту. Поэтому этот навык определенно стоит улучшать, хотя главным приоритетом я бы его не назвал. Второй навык увеличивает вместимость войск до 50 тысяч и сокращает время восстановления героев. Но лично для моего стиля игры в данном событии он не так важен. Если вы смотрели мои ролики по руднику, то знаете, что большую часть времени я занимаюсь охотой на патрули. Боевые характеристики для меня здесь не являются главным приоритетом. В течение событий я практически постоянно фармлю патрули. А если появляется возможность, то буквально на несколько секунд захожу в главную жилу с помощью ускорений, чтобы получить дополнительные награды за рейтинг захвата. А вот третий и четвертый навыки Кэти я считаю действительно очень классными. Именно они стали главной причиной, почему я решил сделать ставку на этого эксперта. Навык «Зимние сокровища» позволяет за каждое участие в событии получать до 60 чертежей талисманов. А как вы знаете, чертежей всегда нам не хватает. Навык «Эффективная добыча» дает дополнительный доход орехалка до 5000 в минуту. Кроме того, набрав 200 тысяч очков за событие, вы дополнительно получаете руководство талисманов. А достичь такого результата вполне реально, даже без прокачки эксперта. Именно поэтому я решил для себя, что Кэти главный приоритет среди этой тройки экспертов. Я имею в виду в разрезе Валерии, Ронни и Кэти. Конечно, полностью прокачивать я пока ее не планирую. В первую очередь хочу максимально улучшить именно навык «Эффективная добыча», потому что он приносит наибольшую пользу. Да, событие «Рудник ледяного огня» проходит раз в 2 недели, но даже при такой частоте дополнительные чертежи и руководство талисманов – это очень ценные ресурсы. Конечно, это лишь мое мнение. Кто-то поставит приоритет Валерию, кто-то Ронни, но если выбирать между этими 3 экспертами, то мой выбор Кэти. Именно я ее рекомендую прокачивать в первую очередь. Ну и последний эксперт, который мы с вами сегодня обсудим, это Гаррет.
Он буквально появился на этой неделе. Обновленного календаря событий пока нет, но судя по информации от подписчиков, Гаррет открывается во время пятого поколения героев. Мы уже подробно разбирали этого эксперта в отдельном ролике, поэтому сейчас коротко пройдемся по самому главному. Его основной навык Зов Рейда увеличивает вместимость медпункта. Для меня, как активного участника СВС, это очень полезный бонус, потому что позволяет он сохранить больше 8 медпунктов во время сжигания городов. Что касается остальных навыков, то лично для себя я сделал приоритет только на первый, а именно на железные дары. Этот навык позволяет ежедневно получать кованые сундуки, в которых с определенным шансом выпадают ценные награды, которые вы сейчас видите на экране. Именно этот навык я уже прокачал до 6 уровня. Как только накоплю достаточное количество книг знаний, а в целом я их уже накопил сегодня, то подниму этот навык до 7 уровня. И скорее всего на этом остановлюсь. Дело в том, что Гаррет невероятно дорогой эксперт. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то уже видели таблицу с расчетами. Для полной прокачки Гаррета потребуется 2730 печати эксперта. Ребята, это просто огромное количество. Честно говоря, мне кажется, что за все время игры я даже не накопил столько печатей. Именно поэтому лично для себя я не вижу смысла прокачивать его дальше. Конечно, если в будущем разработчики добавят новые способы получения печати экспертов, тогда можно будет пересмотреть свое решение. Но на сегодняшний день для меня ценность Гаррета заключается в двух вещах. Первое – это увеличение вместимости медпункта и в ежедневном получении кованых сундуков. Кстати, за несколько дней у меня накопилось уже довольно-таки их много. Давайте прямо сейчас вместе с вами их и откроем и посмотрим, что из этого выйдет. Вот такой получается результат. А выводы, как говорится, делайте сами. Если вместе с пятым поколением героев разработчики добавили Гаррета, то вполне возможно, что уже через несколько месяцев, уже шестым либо седьмым поколением, нас будет ждать еще один новый эксперт. И, честно говоря, мне даже немного интересно, каким он окажется. Надеюсь только, что его прокачка не будет такой же дорогой, как у Гаррета. Но как только появится какая-либо официальная информация о новом эксперте, я обязательно расскажу вам об этом в одном из следующих роликов. Ребята, вот и все, что я хотел вам рассказать сегодня об экспертах. Как я уже говорил, у каждого свой стиль игры, свои цели и свои приоритеты. В этом ролике я поделился исключительно своим опытом и рассказал, как именно я расставляю приоритеты при прокачке каждого эксперта. При этом важно понимать, что я смотрю на это с позиции игрока, который практически не донатил на экспертов. Поэтому мой подход может отличаться от мнения игроков с более высоким уровнем доната. Если говорить о моем личном рейтинге, то среди самых полезных экспертов я бы выделил Хольгера, Агнес и Бальдра. Именно они, на мой взгляд, дают наибольшую пользу практически каждый день. Также мне очень нравится Кэти. Несмотря на то, что рудник проходит раз в 2 недели, дополнительные чертежи талисманов и руководство талисманов никогда не бывают лишними. Что касается Валерии, эксперт действительно неплохой. Благодаря ее навыкам можно получать дополнительные солнечные жетоны и более выгодно покупать ресурсы в магазине «Мощи государств». Кстати, небольшой вам совет. После того, как вы потратите солнечные жетоны во время стадии подготовки СВС, постарайтесь всегда оставлять хотя бы 100 жетонов. Магазин обновляется раз в 2 недели, и благодаря этому вы сможете дополнительно забрать 100 фрагментов кристалла огня или выбрать другие ценные ресурсы, которые сейчас нужны именно вашему аккаунту. Касательно оставшихся экспертов, конечно же, я хотел бы выделить еще Сирилу. Улучшайте обязательно ее, особенно если вы не пропускаете медведя. Что касается остальных экспертов, то для меня они пока находятся в меньшем приоритете. Гаррет слишком дорогой в прокачке, поэтому дальше развивать я его пока не планирую. Рони, возможно, в будущем немного улучшу. Как я уже говорил, что в первую очередь я хочу поднять навык Экстра класс до 6 уровня, чтобы во время события можно было отправить 3 легендарных грузовика. Конечно, обсуждать каждого эксперта можно очень долго, но вы же знаете, я не люблю делать ролики слишком длинными. По моему мнению, ролик и так сегодня вышел длинным для вас. Сегодня я постарался поделиться своим мнением и объяснить, почему так расставляю приоритеты. При этом я прекрасно понимаю, что у многих из вас будет свое мнение, и это абсолютно нормально. Поэтому обязательно напишите в комментариях, кто ваш любимый эксперт, кого вы считаете самым полезным, и с какими моими выводами вы согласны, а с какими нет. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение и обсудить его вместе с вами. Надеюсь, этот ролик оказался для вас полезным. Я вижу, что вам нравятся мои обучающие ролики по количеству лайков и просмотров, где мы подробно разбираем игровые механики и обновляем актуальную информацию. Я буду стараться придумывать что-то новое и интересное для вас. Если ролик был полезен, обязательно ставьте лайк. Для вас это всего лишь один клик, а для меня это лучшая мотивация продолжать делать подобный контент. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, на какую тему вы хотели бы увидеть следующий ролик. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем ролике. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока.